События, связанные с драконами пустоты, не показали в серии, когда Сяо Янь на пути к племени 9 глубинных питонов увидел посланников драконьих королей. Если это вырезали очень плохо, ведь это огромнейшая часть сюжета, но вполне возможно это покажут чуть позже. И Сяо Янь все равно отправится на остров драконов спасать Зиянь. А также поддержите, пожалуйста, это видео лайком и комментарием, ведь от вашей поддержки зависит выход роликов. Большое спасибо. Итак, приключения Сяо Яня в племени глубинных питонов только начинаются. Он спас вождя Яомина и готов вступить в битву за королеву Медузу и остальных. Это первая битва Сяо Яня после достижения уровня святого и точно заслуживает нашего внимания. Сяо Янь сразился с Яо Сяо Тянем, нынешним главой питонов, на первой звезде святого, а потом вступил в битву с первым старейшиной, тоже святым одной звезды. Сяо Янь со своей силой и небесным пламенем сразу же заставил первого старейшину отступить, кровь в его теле даже начала кипеть. Сила небесного пламени вызывала у того дикую боль. В это же время Яо Сяо Тянь подавлялся Яомином. Судя по этой жестокой битве, было очевидно, что Яо Сяо Тянь не сможет продержаться долго. В итоге, в течение 10 обменов ударами, Яо Сяо Тянь, как мертвая собака, лежал на вершине горы. Борьба между святыми легко превращала целую гору в пыль. Яо Сяо Тянь выглядел крайне жалко, но тело Яомина тоже было покрыто кровью. На его теле осталось много кровавых ран. Кровь стекала с его головы, в результате чего его лицо казалось чрезвычайно свирепым. Во время боя Яомин действительно показал, что значит не сдерживаться. В противном случае он бы не смог так быстро разобраться со святым одной звезды. Яо Сяо Тянь молил о пощаде и даже обвинил первого старейшину, мол, это он приказал совершить все эти зверские поступки. Конечно же, это была ложь. Яо Сяо Тянь начал циркулировать до Уци, чтобы взорвать свое тело. Рука Яомина превратилась в острое лезвие и прошлась по голове Яо Сяо Тянь. Он просто отсек голову Яо Сяо Тяня. Даже ядро монстра брата было насильно извлечено Яомином. Очевидно, что Яомин не хотел давать тому шанс на возвращение. Что касается первого старейшины, тот, увидев смерть главы, понял, что его ждет та же участь, и решил самоуничтожиться. Тело первого старейшины взорвалось, сотрясающим землю взрывом. Пока Сяо Янь и Яомин спешно отступали, многочисленные черные энергетические змеи начали вырываться во все стороны. Эти черные змеи быстро исчезали в земле. Он не самоуничтожился. Этот старик действительно хитер. Он покинул свое физическое тело и спрятал свое ядро монстра в аватаре. Яомин гордился своей репутацией в племени 9 безмятежных питонов. Несмотря на то, что он пропал без вести на сотни лет, его свирепости и мощи при убийстве Яо Сяо Тяня было достаточно, чтобы напугать всех членов племени. Его сразу же признали главой. Яомин приказал искать следы первого старейшины, чтобы окончательно с ним разобраться. Все старейшины поздравили вождя племени с возвращением должности. Они сказали Яомин: «Мы обязательно поклянемся верности до самой смерти». Так Сяо Янь обрел союзника в лице третьего по силе племени волшебных зверей. На его стороне будут драконы пустоты, а теперь и глубинные питоны. Лишь племя небесных фениксов останутся врагами Сяо Янь. Сяо Янь наблюдал, как Яомин упорядоченно улаживал дела внутри племени. Хотя этот человек был запечатан в течение многих лет, его характер закалился. Племя станет могущественным, если дать ему время развиваться. Группа Цай Линь вылетела из глубокой пропасти, когда Сяо Янь деактивировал золотое тело гиганта. Битва была окончена, и 3 девушки подплыли к нему. Они не смогли вмешаться в сражение раньше, поэтому они и не показывали себя. Яомин сложил руки перед Сяо Янем и почтительно поблагодарил его. «Брат Сяо Янь, спасибо, что протянул руку помощи. У меня нет возможности отплатить тебе за это великое одолжение, но я думаю, что тебя заинтересует награда, о которой я говорю». Что это было? Демонический святой Хуан Цюань. Тот самый святой, который когда-то в древние времена находился в полшаге от уровня бога. Он не был членом племени 9 глубинных питонов, но имел с ними тесную связь. Здесь находится каменная скрижаль Хуан Цюаня. Все знания святого записаны в этой каменной скрижали. Ходят даже слухи, что сущность крови святого Хуан Цюаня все еще хранится глубоко внутри каменной скрижали. Интересно, что он первый, кто сказал Сяо Яню
что на континенте чего-то не хватает, и это не позволяет Доуди больше появляться. Мы говорили в одном из видео на этом канале, почему не появлялись Доуди после Тошея, и что произошло с миром, расколотой битвой Синева Небес. Вполне возможно, этот Хуан Цюань был бесконечно близок к уровню Доуди, настолько, что мог почувствовать это ограничение мира. И возможно, он мог быть ближе к рангу бога, чем Сяо Сюань, или примерно на том же уровне. Вот почему эта награда в виде каменной скрижали святого Хуан Цюаня была так важна и ценна для Сяо Яня, особенно сущность крови. Его сила почти достигла вершины. Кровь эксперта, который почти стал богом Доуди, постепенно начинала трансформироваться. Если бы он смог успешно войти на этот уровень, его будущее поколение смогли бы насладиться его силой родословно и защищались ею в течение 100 поколений. Таким образом, мог сформироваться еще один древний клан. Конечно, демонический святой Хуан Цюань не смог сделать последний шаг, поэтому его потомки не пользовались таким благословением. Но сущность крови святого Хуан Цюаня сильно привлекала святых, она несомненно могла повысить их силу. Почему же клан глубинных питонов не мог заполучить эту сущность крови и знания скрижали? На самом деле это является ключевым сокровищем. Никто из членов племени не мог долго оставаться в памятнике, так как для получения наследства требовалась мощная духовная сила. На нем записаны 3 навыка доуци: палец безмятежного источника и ладонь безмятежного источника, соответственно, низкая и средняя техника доуци класса Тянь. Они чрезвычайно мощные, однако только вождь племени и несколько старейшин могут практиковать их. Но какой была 3-я техника? Божественный гнев безмятежного источника. В ролике про битвы Сяо Яня с 3 драконьими королями мы говорили, как Сяо Янь использовал эту духовную атаку. Это было так мощно, что смогло остановить 3 королей на уровне святого на 3-й звезде. Неудивительно, это техника доуци высшего класса Тянь. Это был первый раз, когда Сяо Янь встречал технику доуци такого уровня. Основываясь на том, что он знал, даже реинкарнация гневного Будды не смогла сравниться с божественным гневом. Конечно, если бы Сяо Янь смог успешно поглотить и переработать очищающее пламя лотоса, сила пламени лотоса ярости Будды, вероятно, тоже достигнет высокого класса Тянь. С точки зрения фактической разрушительной силы, божественный гнев точно уступает пламенному лотосу, но он все еще считался смертельным оружием. Эксперты того же уровня и выше получали серьезный удар по своим душам. Следует знать, что душа была самой основой человека. Если душа страдала, то последствия были во много раз хуже, чем физическая травма. Другими словами, если Сяо Янь успешно владеет техникой божественного гнева безмятежного источника, даже святой 3 звезд в конечном итоге пострадает. Итак, какие знания передаст Сяо Яню святой Хуан Цюань? Рассмотрим в следующем видео. Давайте наберем более 2000 лайков, и в среду выходит продолжение. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, хороший ли союзник у Сяо Янь в лице целого племени 9 безмятежных питонов и его главы Ямина на 2-й звезде святого. А также, что вы думаете о вырезании сюжета с драконами пустоты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!